На стадионе в Лужниках пройдет 7 матчей чемпионата мира по футболу. Это очень круто и это серьезная ответственность. Например, такому большому и сложному объекту требуется много энергии. Очень много энергии. Нет, правда, очень много энергии. Более 40 мегаватт. Столько получает наш стадион. Для сравнения, один электропоезд «Ласточка» потребляет около 3 мегаватт. Однако у такого количества энергии есть обратная сторона. На территории спорткомплекса Лужники расположено несколько трансформаторных подстанций. По правде говоря, это не очень красивые объекты, которые ландшафтный дизайн не облагораживают. Однако компания МАЭС, которая отвечает за электропитание Лужников, решила изменить ситуацию и превращать подстанции в арт-объекты. Граффити-проект называется «7 футбольных континентов». Художники со всего мира приехали в Лужники для того, чтобы рассказать, как они видят лучшую игру с мячом. Российский футболист в скафандре, вот он играет на планете Марс и пробивает бронированный иллюминатор противника, тем самым разбивая неприятные шаблоны России, ну и показывают, как Россия подготовилась к чемпионату мира по футболу. Такой стиль граффити популярен в Мексике. Мы любим использовать цвета, мощные, насыщенные цвета. Это цвета наших предков. Если вы приедете в Мексику, вы увидите, что эти цвета окружают нас везде. В одежде, архитектуре и многом другом. Я всегда изображаю зверей, и символ этого чемпионата мира — волк. Думаю, будет здорово, если такой волк тоже останется в Лужниках. То, что вы видите за моей спиной, это мир сна. На чемпионате мира для каждой команды главной целью является победа. Герой на этой картине мечтает о своей победе, о забитых мячах. Почему пеликан? А почему бы и нет? Для нас это птица, символ свободы, но каждый может интерпретировать картину по-своему. Я начал рисовать 20 лет назад, когда был еще совсем молод. Меня увлекала хип-хоп-культура, нравились все ее формы и проявления. Для своих работ я нахожу вдохновение во всем, что меня окружает, и мне хочется делиться своим видением с миром. Искусство изменило мою жизнь. 20 лет назад людей в Таиланде совершенно не интересовало искусство, поэтому я творю на улице и делюсь этим с людьми. В работе я собрал флаги из разных уголков света, которые соревнуются друг с другом на чемпионате мира, но при этом это мирные соревнования. На Земле должен быть мир. Я устал от одних и тех же идей и правил. Что-то должно быть более свободным и открытым. Это я и стараюсь показать в своих работах. Здесь я хочу передать атмосферу футбола. Наверное, вы согласитесь с тем, что футбол для всех разный. Каждый любит игру по-своему. В этой работе все смешивается воедино, и каждый видит ее по-своему. Москва — это очень большой и очень дружелюбный город. Перед поездкой в Россию я немного волновался, ведь я никогда здесь не был. Погода просто прекрасная. Я счастлив, что нахожусь в России. Мне очень нравится русский конструктивизм в его абстракции, геометрии и цветах. Так здорово быть здесь, иметь возможность видеть эти здания, эту архитектуру и встречать приятных людей. Эта работа олицетворяет шум и цвета футбола. Все люди собираются вместе и поддерживают свою команду. У нас в Австралии живут какаду, самые громкие попугаи. Круто, когда удается услышать, когда они вместе начинают что-то кричать. Мне это напоминает футбольных болельщиков, поэтому я изобразил попугая. От него мы слышим звуки и вибрации футбола.
very nice. Isn't that nice? It's very nice. See? It is. See how nice we are?